Пиар-служба Владимира Путина пытается сделать вид, что он до сих пор главный и чем-то управляет, фиксируя его мужественный удар по столу на полигоне где-то настолько же в глубине России, насколько вдалеке от фронта. Осознали, видимо, что управление из бункера в разгар войны выглядит так себе, и нужно вождя выводить на прогулки с милитаризированным уклоном. А страна тем временем живет совсем другой жизнью, и развиваются в ней те процессы, над которыми Путин давно не властен. Но мы внимательно следим. И первый из этих мрачных сюжетов – постепенный распад ткани государства. Распад этот начался по воле Путина, потому что победы ему нужны любой ценой. Но сейчас совершенно не факт, что этот процесс вообще кто-то контролирует. Владимир Путин всю дорогу, буквально с самого начала 2000 года, еще будучи исполняющим обязанности президента, выстраивал вертикаль. Вертикаль управленческую, бюджетную, силовую, вертикаль совершенно избыточную, страшно неэффективную, в которой региональные и муниципальные власти сведены просто к бухгалтериям, вся власть которых принять и потратить уже расписанные деньги из центра. Вертикаль, где местные и региональные власти чаще всего не могут вопрос починки школьного фасада решить самостоятельно. Настолько они лишены управленческих и финансовых рычагов. Вертикаль, в которой смехотворно мелкие решения должны проходить только через центр. Тем не менее, цель была понятна. Пусть система будет неэффективна, зато она будет послушна. У нас не может быть никакой региональной фронды, если губернаторы – это не политики, у которых есть свои избиратели и свои деньги. Если они просто назначенные администраторы. Казалось бы, именно что на случай военного времени такая система и вполне неплохо и годится. Пусть в ней невозможна инициатива, зато есть единоначалие, которое никто не может оспорить. В стране есть один актор, и он же верховный главнокомандующий, а остальные только исполнители. Но парадокс заключается в том, что именно в военное время эта система стала распадаться на глазах. С самого начала войны существовала мрачная шутка, мол, это не ЛДНР присоединяются к России, это Россию присоединяют к ЛДНР. Теперь имеем, что имеем. Это больше не шутка. Это отражение невообразимой еще год назад реальности. Что такое ДНР и ЛНР? Это территории бесправия. Бесправие в этом случае не эмоциональная оценка, но констатация факта. На этих территориях нет никакого права. Отсутствуют хоть какие-то нормы, к которым можно было бы апеллировать. Все содержание тамошней внутренней, с позволения сказать, политики – просто конкуренция вооруженных групп самого разного происхождения между собой. А что мирное население? Те, кто в ответ на угрозу оружием не могут сами достать свой автомат. А такое мирное население для этих вооруженных групп является исключительно просто кормом. Это, конечно, никакие не 90-е годы. Потому что при всем финансовом и силовом могуществе солнцевских, ореховских, уралмашевских, тамбовских, прямое столкновение с государством для них заканчивалось плохо. В 90-е Россия была слабым, в значительной степени коррумпированным, но государством. И государство, работающее по писанной норме, при всей своей слабости обладало несравнимо большим ресурсом насилия, чем вся организованная преступность вместе взятая. Организованная преступность могла государство коррумпировать и на некоторых уровнях им манипулировать. Бандиты могли подкупать и запугивать чиновников, политиков или силовиков, могли даже сами становиться чиновниками, политиками или силовиками. Но все же они существовали в тех рамках, которые установило государство. Случались и совсем дикие вещи. Например, в центре Москвы бойцы враждующих группировок могли расстреливать конкурентов. Но после этого киллеры вынуждены были бежать и скрываться. Они не могли просто сесть в соседнем кафе и сделать вид, что так все и должно быть. Можно было коррумпировать оперативников, чтобы те не нашли или потеряли улики или подозреваемых. Можно было подкупить следователя, чтобы исключил одни эпизоды и переквалифицировал другие. Прокурора, чтобы отказался от части обвинений. Судью, чтобы нашел возможность дать ниже низшего. Наконец, начальника колонии, чтобы обеспечил хорошие условия отсидки. Бандит, застрелив 2 человек, мог вместо пожизненного отсидеть 3-4 года и выйти по УДО за примерное поведение и активное участие в самодеятельности. Это очень и очень плохо. Но это плохо проворачивалось посредством манипуляций государственными нормами и правилами. В их рамках это плохо существовало. Но сейчас не так.
Первым звоночком, что Россия становится субъектом ЛДНР, стала фигура Евгения Пригожина. Всего 3 месяца назад появились первые сообщения из колонии о том, что хозяин ЧВК Вагнера прилетает туда на вертолете, разгоняет администрацию и забирает, кого ему нужно. А сегодня этот феномен фактически узаконен. Теперь о Пригожине говорят по телевизору. Теперь никто не скрывает, что есть такой человек, который стоит над законом и судом, который может казнить и миловать, не имея никакого официального статуса в государстве. Потому что он стоит над государством. Ему не нужно никаким легальным образом оформлять свои действия. Ему не писан закон, и все равно на любые институты. И надо сказать, что с каждым днем войны у нас все больше людей и силовых групп, которые не то что нарушают закон, они прямо игнорируют само существование российского государства и каких-то там правовых норм, которые в нем приняты. Вот, например, Рамзан Кадыров. На всю страну он хвастается тем, как вооружил своих несовершеннолетних детей и отправил их на войну. Мы все видели эти смехотворные ролики. Подростки в образе американских морских котиков, а вокруг целое отделение телохранителей. Даже среди лоялистов, наверное, нет настолько наивных людей, которые поверят, что дети Кадырова когда-нибудь окажутся ближе 100 километров к фронту, что они хоть как-то будут участвовать в войне после постановочной съемки. Это очень показательно. Только для того, чтобы снять пару роликов, чтобы удовлетворить свою очень странную амбицию и похвастаться вооруженными детьми, совсем не для какой-то практической цели, Кадыров совершает военное преступление. Да, привлечение детей в качестве комбатантов – это военное преступление, не что иное. Писанная норма российского государства не останавливает Кадырова, если ему вздумалось похвастаться. Поведение Кадырова и Пригожина могло бы казаться какими-то отдельными всполохами, единичными эксцессами беззакония. До тех пор, пока Владимир Путин не ввел военное положение на оккупированных территориях и всякие режимы реагирования во всей остальной России. По отношению к оккупированным территориям Владимир Путин применил реально существующую правовую норму. Не нерабочие дни с сохранением заработной платы, не режим самоизоляции и даже не частичную мобилизацию. Военное положение – реальную норму, прописанную в Российской Конституции. Но где оно введено? В несуществующих субъектах. На незаконно аннексированных территориях Украины, контроль над которыми с каждым днем становится все более зыбким. А вот в регионах, которые являются российскими по закону и по факту, он ввел правовой режим Шрёдингера, разделив страну по уровням реагирования на этот раз. Что это значит? Что региональные власти получают фактически те же полномочия, как при настоящем военном положении, зато федеральная власть снимает с себя всяческую ответственность. Военное положение там никто не вводил, а значит все действия местных властей по ликвидации российского права на своей территории – это только вопрос их взаимоотношений со своим населением. До сих пор у нас были отдельные странные персонажи и организации, игнорирующие законы России и живущие в парадигме ЛНР и ДНР. Но теперь территориями с размытым правом становятся целые регионы России. В целых регионах теперь действует лишь логика обеспечения безопасности. Под нее можно подвести вообще все, что угодно, от незаконных задержаний до отъема собственности. И это не будет незаконно, потому что правовой режим Шрёдингера дает такие полномочия, которые совершенно отменяют саму возможность апелляции к закону. Жители этих регионов не смогут сказать, что с ними поступают беззаконно, что нарушают их права, или там в суд пойти. Ведь тот режим, который у них введен, описан в максимально общих словах и выражениях. Нарушить эти нормы принципиально невозможно. При этом Россия, постепенно деградирующая до уровня ЛДНР в угоду войне, с войной не справляется тоже. Не справляется она потому, что армия – это тоже государственный институт. И когда деградирует государство, армия деградирует вместе с ним. Ведь чем туманнее правовые рамки, тем сложнее привлечь к ответственности военные чины. И можно еще более безнаказанно, чем до войны, разворовывать склады с обмундированием и боеприпасами. Сейчас вот после череды позорных для российской армии сдач Балаклеи, Изюма и Лимана новости приходят из Херсонской области. Там украинские войска перешли в наступление от Новой Каменки в сторону Береслава. Реакция на это дело двоякая. С одной стороны, пропаганда рассказывает, как умело российская армия отражает атаки ВСУ одну за одной и строит планы по так называемому освобождению новых областей Украины. С другой стороны, Херсон готовят к обороне,
администрацию и жителей эвакуируют на левый берег Днепра, а генерал Суровикин в первом же интервью заявляет, дескать, насчет Херсона не исключаются непростые решения. По прошлым отступлениям российских вооруженных сил мы видели, чем громче пропаганда возвещает, что Россия на оккупированных землях навсегда, тем скорее ее армия с этих территорий отступает. А значит, вполне возможно, что, говоря о непростых решениях насчет Херсона, Суровикин имеет в виду то ли еще одну перегруппировку, то ли еще один жест доброй воли. Мобилизация, начатая как последний вариант решить проблемы на фронте, деградацию государства только ускоряет. Сразу после ее объявления началась грызня между двумя лагерями исполнительной ветви власти – Министерством обороны, которому нужно набрать как можно больше людей в солдаты, и поголовьем гражданских администраторов, которым потом надо разгребать народное недовольство, вызванное мобилизацией, и отвечать за все ее эксцессы. Поэтому сейчас каждый мэр, губернатор и глава республики так спешит объявить о завершении мобилизации. О том, что никакие полномочия начинать и заканчивать мобилизацию у гражданских чиновников нет и быть не может, им напоминает Министерство обороны. Так, в Ростовской области губернатор Голубев объявил о завершении мобилизации еще 28 сентября, и призывные комиссии действительно приостановили работу. Однако вскоре Генштаб спустил Голубеву еще один план, и мобилизация в регионе возобновилась. Или вот Бурятия. Там глава республики Цыденов заявил о выполнении плана 30 сентября. Вот только на реальность заявления гражданского чиновника не повлияли никак, и мобилизация продолжилась. А Цыденов был вынужден говорить какую-то ересь. Дескать, это не мобилизация теперь уже, а донабор. Довольно давно стало понятно, что российская армия полностью утратила инициативу на фронте. Что теперь она лишь реагирует на действия ВСУ в той степени, в которой может. Мы видели много попыток инициативу вернуть, но по большей части это были психологические интервенции. Объявление мобилизации, массовые обстрелы, грозные заявления, формальная аннексия территорий. И ни одна из этих акций, интервенций информационных не повлекла искомого результата. Теперь мы точно знаем, что фронтовая ситуация зависит от кого и чего угодно. От украинского командования, западных поставок, погоды, рельефа местности. Но точно не от воли Кремля. Теперь мы видим, что то же самое проникает и внутрь страны. Какую бы тему мы с вами не обсуждали – мобилизацию, управление армией, конфликты силовых групп интересов – в любом сюжете последнего месяца не то что не существует Владимира Путина как фигуры, не видно вообще никакого централизованного управления. Сергей Собянин, Рамзан Кадыров, Евгений Пригожин, Министерство обороны, бесчетные фабрики пропаганды, каждый губернатор каждого региона и каждый же региональный военком, депутаты, Госдумы, кто во что горазд – все эти люди выглядят акторами, каждый из которых преследует свои интересы, и каждый во имя своих интересов что-то делает. Кроме Владимира Путина. Единственный интерес Путина сейчас видится в том, чтобы максимально не участвовать, максимально отбрехаться от любой ответственности. К чему это приведет? Как будет выглядеть персоналистская автократия, вертикаль которой за несколько месяцев дошла до такой степени просветления, что перестала существовать? Это, видимо, главный вопрос. И мы не просто не знаем ответа на него. Вообще непонятно, как эти разноцветные осколки пытаться собрать обратно в нечто целое. И возможно ли это в принципе? Даже с точки зрения сегодняшнего дня. За этим всем нам предстоит наблюдать дальше. До завтра.